Настоящий мистический ритуал в игре Побег Пацана 3, который выводит нас на крайне необычную концовку. Что нужно для ритуала, как его сделать и что нас ждет в конце. Сейчас вы это увидите. Приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Как по мне, это одна из самых интересных концовок про мистические ритуалы, и для начала нам нужен Мишка. Мишка у нас спавнится либо здесь, либо этот Мишка у нас может заспавниться здесь, либо на крайняк, у него только 3 спавна есть, вот здесь спавнится, так что, думаю, разберетесь. И нам нужно поговорить с Леной. Лена нам как раз таки расскажет про этот ритуал, но ей нужно будет найти ее медведя. Мы нашли медведя, отдали ей медведя, дальше она нам говорит найти какую-то ритуальную книгу. Для этого нам нужно пойти в клуб, но там будет кое-какой квест, который нам нужно будет выполнить. А для этого квеста нам понадобится комикс, который находится в сейфе в домике вожатых. Так что направляемся туда наперед. Где находится сейф? Я думаю, все вы знаете. Да, кстати, напомню, я играю на максимальной сложности экстрим, так что у меня одна жизнь, все очень быстрые и должно в теории быть, по крайней мере, тяжело. Тут у нас код по календарю вычисляется 27-й день, 0 какого-то там месяца. Значит, здесь вводим 27. Вот так, здесь у нас всегда нолик будет. Да, блин, проскипал. А дальше просто автоподбором делаете. Вам даже не нужно запариваться какой-то месяц. И вот здесь забираем этот самый комикс. Ой-ой-ой, этот у нас пошел. Если вы будете вот здесь выходить, то он может развернуться и вас спалить, так что будьте аккуратны. Комикс мы нашли, и теперь наша задача попасть в клуб. В клуб я буду попадать через столовую, хотя, может быть, даже есть какой-то маршрут получше, но ладно. Вот столовая, и дальше после столовой направляемся к следующему проходу. Отлично, мы добрались, и теперь нам обязательно нужно взять квест у вот этого парня, Максима. Мы попросим Максима найти нам нужную книгу, но нам нужно в обмен найти комикс. И мы нашли, добыли его комикс, и он нам отдал книгу для ритуала, которая нас интересовала. После этого эту книгу нам нужно обратно отдать Лене, и она даст нам квест на поиск 5 нужных предметов. Я бы для начала занялся сразу же поиском этих предметов. Начну, пожалуй, со столовой, потому что в столовой есть кое-какой предмет, с которым нам придется побегать. А именно бутылка. Бутылка всегда у нас спавнится в столовой, но с бутылкой есть некоторые проблемки. Иногда возникает бутылка, по идее всегда должна спавниться здесь. Вы ее собираете, но иногда, у меня редко, один раз вообще был спавн, где она соспавнилась на одном из столей, и еще этот предмет почему-то иногда спавнится не сразу. То есть у меня было, что я пришел в столовую, не увидел, на том же месте, где я только что забрал эту бутылку, и в итоге подумал, что у нее какой-то другой спаун, и решил вернуться позже. Вернулся позже, а она уже заспавнилась на том месте. Так что перепроверяйте, я не знаю, как это работает, что когда-то ее нет, когда-то есть, хотя это то же самое прохождение. Типа она со временем появляется или как, но иногда она сначала есть, не знаю. Ну ладно, мы идем на спортивную площадку сейчас, нам нужно пойти к домику рыбака, но нас вот этот парень здесь увидит. Но это не страшно, даже на сложности экстрим ему придется это все оббегать, так что не страшно. Домик вожатых, это нам пока что не нужно. А вот дальше у нас как раз таки домик рыбака. Тут нам нужно будет наполнить эту бутылку водой. А для этого у нас вот здесь есть место, вот оно блестит, прям на краю. Есть, все. Вода у нас есть. Это один из 5 нужных нам предметов. Дальше нам еще нужно будет заглянуть в заброшенный дом, но сейчас я, наверное, направлюсь к Лене. То есть в жилой корпус. Хотя, кстати, я, наверное, не туда пошел. Лучше всего пойти дальше. Вот у нас домик рыбака, а дальше у нас идет медицинский центр. В медицинском центре есть свеча, чтобы лишний раз потом не бегать. Выгоднее сейчас пойти будет в медицинский центр. Имейте это в виду. Сами себе как хотите. Выстраивайте оптимальные маршруты, как правильно двигаться, чтобы меньше потратить времени, но я по такому пути пойду. Свеча у нас спавнится всегда в медицинском центре, и всегда она спавнится в этом шкафчике. По-моему, даже всегда вот за этой правой дверью. Так что второй предмет у нас есть, а дальше у нас домик вожатых и жилой корпус. Потому что нужно отдать эту книгу Лене. Всего нам осталось 3 предмета. Это еще зеркальце, которое находится здесь, в жилом корпусе, и 2 предмета находятся в заброшенном доме. Отдаем Лене вот эту книгу. Вот, она нам говорит: дневник девочки, свеча, вода из озера, зеркало и ее гребень для волос. Все, пойдем это все доставать. 2 предмета у нас есть. Следующие 2 предмета у нас будут в заброшенном домике. Зеркальце можно сейчас забрать на самом деле. Как забрать зеркальце? Есть у нас одна комната, которая закрыта и никаким ключом
не открывается. Но в нее можно залезть через открытое окно. Кликаем, и здесь у нас, собственно, находится зеркальце. Оно либо здесь находится, либо здесь. Здесь 2 места спавна у него есть, больше никаких нет. Отлично, третий предмет и оставшиеся 2 это гребень, и это записка из дневника находится в заброшенном доме. Для начала нам нужно забрать кусачки, они всегда спавнятся здесь, разрезать сетку и подняться наверх через окно. Для этого нам нужен крюк, который всегда спавнится здесь, так же самое, как и веревка, которая всегда спавнится здесь. Тут никаких спавнов разнообразных нет, все скриптовано одинаково. Ну а здесь, где у нас блестит, собственно, мы можем повесить эту веревку и подняться наверх. Помимо гребня, нам нужно будет совершить некий, скажем так, ритуал, открыть сундук, и для этого нам нужны будут еще дополнительно 3 предмета. Обыскивайте 2 этажа этого заброшенного дома, нам нужна будет ваза, где я ее нашел, вы видели, но она также может спавниться, по-моему, вот здесь, и все, только 2 спавна есть. Что касается других предметов, нам нужна будет картина, и еще нам нужна будет мягкая игрушка. Здесь, кстати, вот этих 2 комнатах за шкафами может что-то прятаться, так что, вот здесь как раз таки кукла. Она может спавниться здесь, она может спавнится также за кроватью. По-моему, за вот этой кроватью. Типа вот здесь. Вот в этом углу стоять. По-моему, все. Только эти 2 места спавнятся. Здесь ничего не может спавниться, хотя здесь тоже как бы есть пространство какое-то. Но да ладно. 2 предмета есть. Дальше спускаемся вниз. Вот у нас, кстати, я уже вижу, лежит гребень. Гребень это может еще вот здесь висеть. Ой, не висеть, а стоять, лежать, короче. По-моему, только в 2 местах, ну или где-то еще в этом доме. Вот картина, но у нас слотов нет. Вот этот сундук нам нужно открыть. Для этого нам нужно расположить предметы следующим образом. Ваза. Или нет, погодите, ваза, по-моему, слева, кукла справа и картина вот в этом месте. И тогда у нас откроется сундук. Берем картину, ставим вот здесь, да, и откроется. Если вы перепутаете предметы, представьте их местами, но будьте аккуратны с картиной. У меня раз картина забаговалась, я случайно куклу поставил на место картины, мискликнул элементарно. Я просто думал, что она автоматически ставится, и не знал, что нужно выбирать, в какое место ставить. И у меня что-то забагалось, и я не мог забрать предмет. Потом как-то разбагалось, что-то как-то отпустило, но я подумал, что мне придется перезапускать игру. В итоге вот этот мини-ритуал по открыванию сундука я сделал. В итоге получил как раз таки страницу дневника, которую нам и нужно было. И все 5 предметов у нас есть. И теперь возвращаемся обратно к Лене. Показываем ей то, что мы собрали все нужные предметы. Вот. Отдали ей все предметы, говорим, что мы их достали, и дальше мы договорились с ней, то, что мы встретимся там вечером. Место ритуала — это домик рыбака, поэтому отправляемся снова к домикам вожатых и уходим сюда налево на спортивную площадку. Есть. Дальше направляемся просто направо, и первый же проход, переход в другую локацию, это и будет домик рыбака. Дальше нам делать ничего не нужно, и просто будем наблюдать за анимацией. Вот у нас наступил вечер, довольно-таки мрачная атмосфера, но Лены при этом почему-то с нами нет. Это странно. Это сработало, в итоге за нами приплыл призрак вот этой девочки. Да, довольно-таки жуткая концовка. Вот скажите, как бы вы поступили в этот момент? Но наш герой решил этим воспользоваться как побегом, и в итоге залез к ней в лодку. Кстати, интересно то, что девушка очень красиво нарисована. Вот прям не знаю, по сравнению с другими персонажами, она выглядит очень прорисованной довольно-таки. В итоге мы уплываем в туман, и что ждет дальше нашего пацана, абсолютно неизвестно. Возможно, это плохо для него закончится. Ну, не знаю, по крайней мере, вот этот призрак не выглядит, если честно, враждебно. Она вообще даже вызывает какие-то приятные эмоции. Как я сказал, она очень красиво выглядит, довольно хорошо нарисована. Но в итоге, что там дальше случится с нашим героем, неизвестно, но концовка 5 из 8 получена. Ничего себе, это и правда сработало. Но куда призрак тебя заведет? Продолжение следует. 10 минут это у меня заняло, да, немножко побегать пришлось. Я даже не знаю, вот напишите в комментариях, это отсылка на что-то, типа есть какое-то продолжение про этого призрака или нет, или просто продолжение следует и нам ничего не раскроет. Не знаю. Хотя, погодите, если еще побег пацана 4, может быть, там что-то раскроют про это. Ну, честно, не знаю. Но в итоге самая загадочная концовка, которая есть в этой игре, получена. Как по мне, концовка очень красивая, мне понравилась, самая необычная и самая прикольная из всех. Ну и вроде как я вам все тщательно объяснил, что где искать, и я думаю, у вас также не возникнет никаких проблем с тем, чтобы получить самим эту концовку. Но я также надеюсь, что это видео было для вас полезным и вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха. И надеюсь, увидимся в следующих выпусках.